Доброго дня. Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Подписывайтесь, кстати, на мой канал. Здесь будет интересно. А сегодня мы продолжаем и развиваем разговор на тему восприятия людьми процесса психологической помощи в контексте темы боли, который был начат в видео о безопасности и безболезненности психотерапии. Надеюсь, рассказанное мной сегодня поможет вам взглянуть на работу с психологом иначе. Начну, собственно, сразу, без раскачки. Категорически не нравится мне смысловой подход к пониманию психологической помощи и психотерапии в целом, основанный на идее главенства боли, потому что это попросту не соответствует действительности. Имею в виду, что психологическая помощь и психотерапия в основе своих процессов имеют вовсе не боль как какой-то доминирующий фактор, а исследование. Не мучение, а познание, не страдание, а творчество, не борьбу, а развитие, не сопротивление себе, а сближение с собой. Кто-то может сказать, что это просто слова, да и какая вообще разница? А вот разница, на мой взгляд, есть. Слова отражают восприятие и отношение человека к чему-либо. И я не могу и представить себе эффективный результативный процесс, в данном случае психотерапевтический, который изначально воспринимается как главным образом источник боли, такой тягучий, острый и длительный. И если слова отражают восприятие и отношения, то вот восприятие, в свою очередь, формирует качество наполнения. Ну согласитесь, что воспринимать, например, поездку куда-то как исследовательскую экспедицию – это одно, а воспринимать ту же самую поездку, но как ссылку на каторжный физический труд – совершенно другое. А поскольку речь идет о мало того, что добровольном, так еще и платном процессе психотерапии, тем важнее становится фокус восприятия, который у человека изначально есть. И, казалось бы, специалисты должны помогать людям через просветительскую деятельность приходить к более адаптивному и безопасному пониманию психологической помощи. А нет. Опыт показывает, что тексты и видео психологов просто пестрят лозунгами, продвигающими логическую связку «психотерапия равно боль». А раз некоторые специалисты так воспринимают и такими словами выражают свое понимание профессии, то резонно предположить, что и люди вокруг тоже начинают воспринимать все именно так. Еще чисты приписывания неминуемости боли в психотерапии через сравнение с хирургией и некими горькими пилюлями врачей. Вот только опять же, психотерапия совсем не хирургия и не, например, химиотерапия при онкологии. Так есть ли вообще боль в процессе психотерапии, можете спросить меня вы. Да, есть, но через большое и жирное «но». Правильная боль есть следствие и результат развития навыка эффективной адаптации, когда старые модели, ухудшающие жизнь, сменяются новыми, развивающими жизнь. Этот переход и необходимость тренировок влекут за собой некоторый болевой синдром, но боль сама по себе в процессе психотерапии не является основополагающим признаком этой самой психотерапии, и уж тем более не является мерилом ее успешности. Идти туда, где болит, это не должно быть флагманским лозунгом психотерапии. Он какой-то откровенно садистский и жестокий, бессмысленный. Идти туда, где интересно. Вот что таковым лозунгом должно быть. Но заканчивать буду тем, с чего и начал. Слова отражают восприятие, а восприятие формирует качество наполнения процесса. Я психолог и хочу, чтобы люди воспринимали мою работу и свое обращение ко мне не как боль и то, что нужно будет терпеть, а как интересный познавательный процесс исследования себя, других людей, систем отношений с ними, мира в целом.
Да, где-то в этом пути будет больно, но еще там будет много чего куда более масштабного и важного, расширяющего и развивающего, дающего надежду, а не отбирающего последние ее крупицы. Психологи и все те, кто, возможно, когда-то обратится за психологической помощью, вот поразмышляйте, под какими лозунгами вы делаете это, что вы несете и отдаете как специалисты, что вы готовитесь принять в качестве опыта как клиенты, насколько ваше нынешнее восприятие психотерапии может помочь вам эффективно и благополучно ее пройти. На мой взгляд, боль не тот ориентир, на который стоит равняться. Что ж, на сегодня будем этот наш разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. Под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!